Добрый вечер, уважаемые зрители и подписчики. Я Валерий Табаков, юрист. В этом видео я жестко и без прикрас разберу один из ярчайших примеров двойных стандартов в языковой политике Украины. Когда усилия направлены на то, чтобы сделать украинский язык доминирующим или даже исключительным лингвистическим инструментом с ограничениями на использование других языков, в том числе и русского, любое сопротивление этим мерам часто квалифицируется как посягательство на конституционный строй. Но когда граждане начинают бороться за свободное использование, развитие и защиту русского языка, сопротивление этим усилиям почему-то не пытаются квалифицировать аналогичным образом, как посягательство на конституционный строй. Разберем, друзья, это жестко, опираясь исключительно на факты, правовую базу Украины, исторический контекст и реальные политики. Duro lex, sed lex. В центре статья 10 Конституции Украины 1996 года. Она объявляет украинский государственным языком и требует его всестороннего развития и функционирования во всех сферах общественной жизни. Это основа для всех проукраинских языковых политик, приоритет явно отдается ему. Но та же самая статья гарантирует свободное развитие и использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств. На бумаге это выглядит как сбалансированный компромисс. Украинский получает главенствующую роль как символ суверенитета, а русский, который по переписи 2001 года был родным для примерно 30% населения, хотя цифры позже изменились, и другие языки, защиту от стирания. Жесткая реальность такова. Этот баланс иллюзорен и применяется крайне выборочно. Конституционный суд Украины неоднократно подчеркивал, что угрозы украинскому языку равносильны угрозам национальной безопасности. Это видно в решениях по языковым законам, но когда государственные политики ущемляют практическое использование русского языка, суды и законодатели практически никогда не ссылаются на защитную часть той же статьи 10 в интересах меньшинств. Получается двухуровневая система. Доминирование украинского языка незыблемо и напрямую связано с самим существованием государства, а защита русского опциональна и допускается только если не мешает первому. Это не случайность. Корни лежат в постсоветском нациостроительстве, которое было резко усилено российской агрессией, аннексией Крыма в 2014 году и полномасштабным вторжением в 2022, когда русский язык и культура стали восприниматься как прокси вражеского влияния. Но с точки зрения Конституции оба аспекта должны быть защищены одинаково. Игнорирование одной стороны – это откровенный, выборочный подход. Языковая политика Украины качалась как маятник, но всегда с украинским языком в роли якоря.
До 2014 года мы жили с последствиями советской русификации. Города были в значительной степени русифицированы, русский язык имел престиж, украинский часто маргинализировался. После обретения независимости в 1991 году закон о языках 1989 года сделал украинский официальным, но при этом защищал языки меньшинств. В 2012 году при президенте Януковиче был принят закон Колесниченко-Кивалова, который позволял русский язык использовать как региональный в районах, где носители меньшинств составляли более 10%. Критики справедливо указывали, что он размывает статус украинского и противоречит статье 10. Закон был отменен в 2014 году на волне Евромайдана и признан неконституционным в 2018 году. Сопротивление этому пророссийскому расширению квалифицировалось как защита конституционного строя от новой русификации. После 2014 года маятник качнулся в противоположную сторону. Курс на жесткую украинизацию. В 2019 году принят закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Он ввел обязательное использование украинского в органах власти, образовании, СМИ, культуре и даже в частных сферах, медицине, электронной коммерции с жесткими квотами, например, 75-90% украинского контента на телевидении. Русский язык не получил никаких исключений, в отличие от языков Евросоюза, таких как венгерский или румынский, и фактически был деградирован. Закон об образовании 2017 года ввел обучение на украинском с 5 класса. Русский остался только как отдельный предмет, но не как язык преподавания математики, физики или других дисциплин. После полномасштабного вторжения 2022 года ограничения усилились. Запреты на импорт и распространение русских книг, запрет русской музыки в публичных пространствах, запрет публичных выступлений на русском, снятие русского языка со статуса регионального по Европейской хартии региональных языков и меньшинств. Это произошло в 2025 году. В городах вроде Киева введены запреты на русскоязычные культурные продукты в публичных пространствах до окончания войны. И вот здесь проявляется гипокризия в полной мере. Борьба за свободное развитие русского языка, например, требование вернуть региональный статус или обеспечить права в сфере образования, часто клеймится как сепаратизм, измена родине и потенциальная угроза конституционному строю, особенно с учетом норм, связывающих языковую политику с национальной безопасностью. А сами ограничения на русский язык, они оправдываются необходимостью выполнения мандата статьи 10 по украинскому языку, даже если прямо топчут клаузулу о защите языков меньшинств. Международные органы, Венецианская комиссия Совета Европы и Human Rights Watch неоднократно указывали, что закон 2019 года и реформы образования содержат дискриминацию именно в отношении не ЕС меньшинств, то есть прежде всего русскоязычных, нарушая принцип баланса прав меньшинств. Ответ Украины – поправки 2023 года, сделанные под давлением вступления в ЕС, но уступки коснулись в основном языков ЕС.
русский остался за бортом. Это выборочная защита. Венгерскому меньшинству идут навстречу, чтобы не ссориться с Будапештом. Русскоязычным отказ под предлогом геополитики. Прямо скажу, это не чистая лингвистика, это война идентичностей. Руководство Украины после 2014 года представляет украинизацию как деколонизацию от веков русификации, и исторически это имеет основание, учитывая советские репрессии против украинского языка и культуры. Любое сопротивление этому процессу изображается как экзистенциальная угроза, потому что повторяет кремлевские нарративы об угнетении русскоязычных, которые использовались для оправдания агрессии. Именно поэтому Конституционный суд приравнивает эрозию статуса украинского языка к угрозе национальной безопасности. Но переверните ситуацию. Когда граждане борются за права русского языка, сопротивление этим усилиям не называют неконституционным, потому что вся система заточена под безусловный приоритет украинского. Ограничения русского воспринимаются как необходимые для единства и безопасности, а не как нарушение Конституции. Это классический двойной стандарт. Государство декларирует защиту всех языков, но реально применяет эту защиту только тогда, когда это выгодно доминирующему нарративу. В регионах вроде Донбасса до 2022 года такие политики только усиливали отчуждение населения, но их никогда не квалифицировали как подрыв конституционного строя, а напротив называли государственным строительством. Это откровенное лицемерие. Это стратегическая близорукость. Если Конституция действительно предусматривает баланс, почему она не применяется равномерно? Приоритет украинского языка абсолютно логичен для суверенитета независимого государства, но систематическая маргинализация русского, запреты книг, снижение правового статуса, ограничения в образовании создает риски отчуждения значительной части собственных граждан и дает дополнительные козыри внешнему агрессору, который эти настроения эксплуатирует. Это не настоящая защита языкового разнообразия, если она односторонняя. Это культурная инженерия, прикрытая конституционными формулировками. Международные наблюдатели это фиксируют. Венецианская комиссия неоднократно требовала усилить гарантии для меньшинств, но Украина тянет с выполнением именно в части русского языка, ссылаясь на войну. Обосновано ли это в текущем контексте? Отдельный вопрос. Соответствует ли это Конституции? Вряд ли. Если Украина действительно хочет избавиться от обвинений в двойных стандартах, нужно применять статью 10 Конституции полностью и последовательно. Обязательный украинский в государственных делах – да, но реальная, а не декларативная защита русского языка без постоянных военных оговорок, иначе остается только открыто признать, что языковая политика асимметрична по своему дизайну. Кто-то скажет, что к лучшему, ради сплочения нации, а кто-то, что к худшему, с эрозией прав меньшинств. Но
клеймить сопротивление одной стороны как подрыв конституционного строя, одновременно закрывая глаза на нарушение прав другой стороны, это интеллектуально нечестно и политически крайне токсично. В многоязычной стране язык не должен быть игрой с нулевой суммой, когда его превращают именно в такую игру, это лишь вызывает циклы взаимной обиды и недоверия. Если этот мой анализ кажется вам жестким и неудобным, значит, он выполнил свою задачу. Факты не подстраиваются под удобные нарративы. Спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свое мнение в комментариях. Не бойтесь. До новых встреч. С вами был юрист Валерий Табаков.